Всем привет! Мы продолжаем серию видео про европейские и псевдоевропейские масла. Сегодня у нас на очереди бренд NGN. Кто делает, где делают, Европа или нет. Меня зовут Антон Воронков, и вы на канале MyGT.ru. Сначала факты кратко. Первое. NGN это не компания, это бренд смазочных материалов. Второе. У компании, владельца бренда NGN, нет собственного завода, и она не имеет отношения к добыче или производству нефти. Третье. NGN продвигает в России федеральная сеть Роско. Четвертое. Бренд NGN зарегистрирован в 2010 году. Пятое. В нашем ассортименте также есть бренд NGN, и за все время, что мы им занимаемся, торгуем, не было ни одного нарекания на данную продукцию. В этом видео мы разберем: первое, откуда появился бренд NGN и какова его реальная история. Второе, в каких странах и на каких заводах производится тот NGN, который мы с вами получаем в России, и причем здесь Еврол. Третье, в каких еще странах, кроме России, продается бренд NGN. И четвертое, стоит ли бренд NGN своих денег. Торговая марка NGN зарегистрирована в 2010 году новосибирскими бизнесменами. Правообладателем является ООО «Роско К». Тут на самом деле все просто и прозрачно. Федеральная сеть Роско решает расширить сферу своей деятельности и выпускать под собственным брендом линейку моторно-трансмиссионных масел и смазок. Они находят блендерный завод в Европе, заключают с ним контракт и через некоторое время получают уже готовую линейку для продажи. Это на самом деле самая короткая история бренда, которую, наверное, я вам рассказывал. Тем не менее, вот она такова. Параллельно к этому в 2010 году бренд NGN регистрирует в Сингапуре, регистрирует его от имени японской компании Akita Kaihatsu, которая заявлена как производитель продукции Lynx, которую Роско продает также. Вы все прекрасно понимаете, конечно, что Lynx никакого абсолютного отношения к Японии не имеет, но тем не менее Akita Kaihatsu это компания, которая зарегистрирована в Японии. Но бог с ним, с Lynx, мы сейчас не об этом говорим, больше половины брендов, которые у нас продаются в России, они псевдояпонские, даже больше, чем половина, наверное. Поэтому речь в нашем сегодняшнем видео не об этом. Сделаем большое, но очень важное отступление. Разберемся, в чем по структуре отличаются те компании, которые продают нам моторные масла. Настоятельно рекомендую законспектировать этот участок, либо просто скопировать из описания к этому видео, потому что то, о чем я вам расскажу, пригодится нам в следующих наших видео, которые будут у нас посвящены следующим европейским брендам. Все это займет у нас минут примерно 7-8, поэтому если кому-то лень смотреть, может смело переходить к главе номер 2, где мы рассмотрим уже завод, который производит NGN. Переход быстрый по главам есть в описании к этому видео. Кому интересно, смотрим дальше. Так, тоже продает нам с вами масла. Первое. Нефтеперерабатывающие компании полного цикла. Они сами добывают нефть, перерабатывают нефть и производят огромное количество нефтепродуктов, в том числе и смазочные материалы. Ярчайшим примером являются такие корпорации, как ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total Energies, Eni, Chevron, ConocoPhillips. Эти компании производят огромное количество смазочных материалов, они производят огромное количество базовых масел, которые в дальнейшем используют все остальные блендерные заводы, не имеющие собственной нефтедобычи и нефтепереработки. Также у этих корпораций, у этих компаний автоконцерны заказывают оригинальные продукты под свои бренды. Например, у ExxonMobil заказывает продукцию Toyota, у Royal Dutch Shell заказывают продукцию BMW и так далее. Второе. Блендерные НПЗ, которые принадлежат нефтеперерабатывающим компаниям полного цикла, являются и дочерними структурами. Например, у Royal Dutch Shell есть несколько таких заводов. Эти заводы не занимаются переработкой сырой нефти, а работают с теми базовыми маслами, которые получают от своей материнской компании. Как правило, эти заводы также производят бренд своей материнской компании, но иногда берут заказы от сторонних структур на производство брендов, которые не связаны с их основным. Третья компания с моно- и дуо-брендом. Эти компании имеют собственный бренд или бренды и небольшой завод. Они не занимаются переработкой сырой нефти и производством базовых масел. Все базовые масла они закупают у сторонних структур, так же как и присадки. Ярчайшим примером такого монобрендового НПЗ является завод Матюль во Франции, который производит один бренд Матюль, либо добрендовые НПЗ, которые находятся в Германии, Мигуин, который производит параллельно два бренда на одном заводе. Это Мигуин и Ликви Моли.
Четвертое. Компании со своими заводами, которые были созданы специально для того, чтобы делать любые масла под любого заказчика. Их основная цель – это набрать максимальное количество брендов и выполнить максимальное количество заказов. Они закупают базовые масла и присадки у сторонних структур, причем совершенно разных, в зависимости от потребностей покупателя. Для заказчика в их портфеле всегда есть готовые шаблонные линейки моторных трансмиссионных масел и смазок, которые они могут предложить под любой бренд. Вы приходите к ним с концепцией и с названием бренда, они под вас готовят линейку, вы в этом не участвуете. На выходе получаете готовую линейку продукта под своим именем. Как ни странно, такие компании зачастую являются владельцами собственного бренда. И ярчайшим примером таких компаний является нидерландский Transnational Blender, который очень много чего делает по заказам, и также является владельцем собственного бренда TNB. Или, например, завод Чугай, который производит просто огромнейшее количество в Японии продуктов под заказчика, которые мы с вами все покупаем в России. Или наш российский завод Обнинск Оргсинтез, который вы сами знаете, чего только не делает для заказчиков в России и не только в России. Пятое. Упаковщики. Их не так много, и они как-то не принято рассказывать. Тем не менее, они есть и в США, и в России, и в Японии, и в Европе, везде. Это небольшие компании, которые не имеют собственного оборудования для варки масел, то есть не имеют ни миксеров, ни блендеров, ни танков для хранения, ничего у них этого нет. У них есть ангар. Они занимаются тем, что получают готовый продукт, в крупных емкостях, обычно 1000-литровые емкости, и просто расфасовывают его по мелким, по 4-литровым канистрам. В Японии это очень сильно распространено. Самое такое, что на ум приходит, мне это Hino Geikin, такая компания, которая занимается таким как раз бизнесом. Для чего это делается? В Японии, например, да? Получается масла корейские в 1000-литровых емкостях, дешевые, то же самое СК или Soil, например, и из этого масла в японскую тару с японскими красивыми иероглифами расфасовываются масла, которые потом, позже, компания поставляет к нам в Россию. И мы, россияне, покупаем эти масла, думаю, что это чисто Япония, хотя внутри налит тот же самый ZIK или S-Oil. Плохо это или хорошо решать вам, но тем не менее такой факт остается фактом. В Японии таких компаний много. Как ни странно, услугами таких компаний иногда даже пользуются автоконцерны. Они заказывают у них для расфасовки небольшие партии OEM-продуктов. Например, какой-нибудь там хитрый гидроусилитель руля тойотовский, да, который выпускается там тиражами там, 500 штук. Естественно, никакой крупный завод, там, ни GXTG никогда за такие объемы не возьмется. И это просто нерационально. И выбора нет, они вот большие емкости присылают, получается, на этот завод, который занимается расфасовкой, и там уже вручную эти все продукты расфасовываются. Вот, может быть, вы видели, тойотовские такие баночки есть, тормозной жидкости, которые металлические в картонной коробке, и еще этикетка на них наклеена. Так вот, это все делается вручную, то есть просто большие емкости на таком небольшом заводе упаковочном. Люди просто в емкости заливают из большой тары вручную все эти вот жидкости, закручивают, наклеивают наклейку и ложат в коробку и заклеивают скотчем. Это все происходит в ручном режиме, вот реально на самом деле. Вот, поэтому такие компании, которые существуют, это у нас компания номер 5. Шестое. Этикеточники. Этикеточник – это компания, которая регистрирует собственный бренд, но не имея своего производства, размещает все заказы на сторонних блендерных структурах. Иногда этикеточниками люди называют заводы, которые производят под этикетку, но это не совсем корректно. Заводы, которые производят под этикетку, это миксеры или блендеры, а вот те компании, которые заказывают под своим брендом товар, именно конкретно они называются этикеточники. Ярчайшим примером такого бренда является NGN, компания, которая его заказала, называется Роско. Она заказывает этот бренд у сторонней структуры под свою этикетку. Все, основные виды мы перечислили. Конечно, есть различные вариации данных компаний, разные компоновки, но тем не менее основной принцип вы поняли. Второе. На каких заводах, в каких странах производится тот NGN, который мы с вами получаем в России, и причем здесь Еврол. На упаковке NGN указан адрес производства, это NG100 12 и Еврол BV. Давайте посмотрим, что из себя представляет завод. Это 3 отдельно стоящие такие здания, складские-производственные. На территории огромнейшее количество еврокубов, о которых я вам уже рассказывал. То есть все производство на Еврол BV заточено именно под поставку продукции базовых масел в еврокубах.
очень много Еврокубов. Предположу, я подчеркну, я только предположу это, что, возможно, Еврол BV занимается также переупаковкой уже готовой продукции. Но это только мое предположение, я могу и ошибаться в этом. Самое важное для нас во всей этой истории убедиться, что Еврол BV действительно выпускает моторно-трансмиссионные масла и смазки в Нидерландах, а это на самом деле так, и причем это происходит уже очень продолжительное количество времени. В Нидерландах масла под брендом Еврол не популярны, для этого достаточно зайти на любой сайт, даже местный, например, на моторфорум NL, и посмотреть, что об этом бренде пишут и сколько. То есть масла Еврол в Нидерландах, в той стране, в которой они выпускаются, не очень популярны. В Европе, в остальной, в Германии масла Еврол встречаются просто в гомеопатических дозах, в мизерном объеме. Например, заходим на мой любимый форум европейский, немецкий, мою лакмусовую бумажку, это Motortalk.de. Вводим Еврол, видим с вами 5 страниц, из которых там больше половины просто созвучные слова с евро. Вот, практически о бренде Еврол ничего нет, никакой информации. Можно вместо Еврол ввести, например, там 5 страниц, по-моему, нашлось всего. Вводим вместо Еврол Ликимоли, например, и видим 1136 страниц. Вводим Кастрол и видим 2336 страниц. Даже Одинол, о котором вы наверняка очень мало слышали, и то там 336 страниц занимает. Еврол 5. Это форум на самом деле очень показательный, и данные с него они великолепно показывают присутствие того или иного бренда в Европе, не только в Германии. Ну, то есть в Европе Еврол продается просто в каком-то мизерном объеме совсем, то есть совсем маленькое количество. Он там продается, присутствует в разных европейских странах, но очень маленький объем. Что касается маркетинга на сайте Еврол и так далее, там где весь сайт завешен рекламы, спонсорства Дакара и так далее. Ну, у каждого бренда должна быть своя фишка. Еврол не исключение, как бы, да, и то, что они участвуют, спонсируют там гонки Дакар, это большой плюс, конечно, но тем не менее это просто маркетинговая фишка больше. Давайте вернемся к нашему NGN. Еврол BV производит десятилетиями моторные масла, трансмиссионные, смазки, охлаждающие жидкости и так далее. Они знают, как правильно это делать. Пускай он продается в Европе немного, но тем не менее они продают его очень давно. Приезжает русский бизнесмен с деньгами, просит сделать для него линейку, которая бы полностью соответствовала европейской. Велосипед в данном случае выдумывать вообще незачем абсолютно. Они полностью копируют практически линейку бренда Еврол. Технологи, инженеры, маркетологи готовят предложение для россиянина под ключ, дают ему весь расклад. Вот это вот нужно, это не нужно, это можно не делать, это у вас продаваться не будет, это будет и так далее. Человек соглашается, отливает пробную партию, там банки тестируют новые, которые под NGN специально сделаны там же в Европе. Человек соглашается, и в дело вступает уже там серийное производство. Еще расскажу, что велосипед выдумывать не нужно. И в данном случае это абсолютно правильное решение на 100%. Не нужно ничего придумывать нового. Есть готовый, отработанный временем бренд, проверенный, который продается в Европе. Для чего придумывать что-то новое? Для чего? Русские, которые сделают бренд NGN, который будет дублировать практически полностью бренд Еврол, не лезут в Европу, не мешают Евролу, вообще никаким образом не влияют на продажи Еврола там в Европе и так далее. Поэтому абсолютно все нормально. Конечно же, для разнообразия в линейку NGN вводят пару продуктов, которые не дублируются в бренде Еврол, и это тоже абсолютно правильное, разумное решение, тем более для российских реалий. Мы всегда ждем от своих соотечественников какого-то подвоха. То есть, если это сделали русские, да, если они придумали этот бренд, то разместили в Европе на блендерном заводе, но что-то здесь не так. Ну как так может быть? Да, русские там сделали, правда, в Европе бренд, поставляют его в Россию. Что-то не то здесь, типа фигня какая-то. Могут, конечно. Почему нет-то, господи, почему нет? Еврол BV это компания без особых запросов. Это не ExxonMobil, не Royal Dutch Shell, не Total Energies. Это небольшой совсем, небольшой блендерный завод, для которого бренд NGN это такой нормальный дополнительный доход. Почему бы нет? В чем тут проблема? Я проблем здесь вообще не вижу. Еврол делает недорогие масла для своего рынка. Недорогие. То же самое и для NGN.
Соответственно, как бы с тем, что бренд европейский, не поспоришь. Это реально европейский бренд. Пока что его NGN делается именно на Евроле. Поэтому можно покупать его смело как бренд европейский. Да, недорогой, да, среднего уровня, но европейский. Я, кстати, когда готовил этот материал, пару раз читал на форумах сообщения о том, что и NGN производится на одном из крупнейших европейских блендеров, Еврол. Видимо, маркетологи все-таки в России каким-то образом работают, но это, в принципе, не понятно, не страшно. Еще раз, Еврол – это вообще не крупнейший блендер никакой, даже до крупнейших блендеров ему вообще просто до Китая пешком. У него есть свои большие складские территории, и, возможно, они занимаются перепродажей продукта, потому что сам Еврол, как продукт в Европе, продается просто в мизерных объемах. Еще раз подчеркну, чтобы вы понимали это. Вы это можете сами проверить, это абсолютно никакой тайны не составляет. Это сделать элементарно. Просто зайдите на форумах, почитайте. Почему ни на сайте Еврол, нигде либо на официальных источниках, которые посвящены этому бренду, нет никаких отсылок к NGN? То есть, если вы зайдете на официальный сайт Еврол, почитаете все документы, которые связаны с Еврол, все статьи, публикации и так далее европейские, там нет ни одного упоминания про NGN. Либо я просто плохо искал, либо их просто там нет физически. Почему? И это тоже нормальное абсолютно явление. Вы поймите, что Еврол – это завод, ну, по факту с монобрендом, да, который производит собственный продукт там, для Европы. Маленечко продают они, и этим довольны, все нормально. Им бренд малоизвестный, NGN, который продаваться будет только в России, вот он нафиг не нужен, его реклама, понимаете? Поэтому, естественно, то, что ни на заводе, ни на территории завода, ни на прилегающей территории нет нигде ни флажка, там, ни наклейки, ни рекламки, ни баннера с брендом NGN. Не то чтобы Еврол скрывает то, что он производит NGN, как бы дело не в этом даже. Дело в том, что это просто не нужно. В этом нет никакой необходимости, потому что Еврол, вот Еврол, NGN, он делает просто заказ под Роско, который поставляет в Россию. И к Европе не имеет никакого отношения, ни малейшего. Поэтому то, что на официальных источниках, которые посвящены сайту, посвящены бренду Еврол, вернее, нет ни одного упоминания про NGN, это не какой-то тоже подвох, это просто абсолютно объяснимое явление, которое очень типично для европейцев. Это абсолютно нормально. Третье. Продается ли бренд NGN в других странах, кроме России? Возможно, NGN продается где-то в странах СНГ бывшего. Я, честно говоря, не знаю, не заморачивался по этому поводу. Я его нигде не встречал больше, кроме как в Новосибирске. Может, где-то есть. Не знаю, не буду врать. Четвертое. Стоит ли бренд NGN своих денег? Мы сами торгуем этим брендом уже достаточно давно. У нас есть постоянные клиенты, которые берут там Профи, Макси, Норд. Не было ни одного нарекания вообще ни разу на бренд. Все четко, ни одной рекламации. Там все абсолютно нормально. Поэтому ничего плохого я лично по своему опыту про бренд сказать не могу. Все ровно. Что касается отзывов на российских порталах, форумах известных, которые посвящены маслам. Роско и бренд NGN очень активно рекламируются на самых крупных наших форумах, которые посвящены освещению масляной темы. Рекламодатель – это такая структура, которую не сильно обижать не стоит никогда. Поэтому к результатам испытаний, к отзывам, которые размещены на этих порталах, на которых параллельно присутствует огромное количество рекламы по бренду, ну, можно, конечно, да, но осторожно. Поэтому тут решать только вам. Для того, чтобы прочитать отзывы, я, наверное, не буду все-таки ссылаться на эти порталы. Ну, не хочу я этого делать, потому что думаю, что все это будет не объективно. Давайте поступим с вами следующим образом. Не будем заходить на автомобильный форум, на котором все это рекламируется. Зайдем, например, на сайт Отзовик. На этом сайте оставляют отзывы вообще абсолютно разные люди по разной тематике, вообще далекие от автомобилей и вообще никак не связаны с ними. Поэтому думаю, что отзывы на этом сайте наиболее объективные будут. Поехали. Просто читаем с первого отзыва, вообще даже не сортируя, там разные даты, 16, 17, 19, 20 годы. Все подряд читаем. Первое. Известный завод-изготовитель, хорошее качество, отзывы в интернете, отсутствие подделок, недостатки, малоизвестный бренд, то есть положительный отзыв. Второе. Достоинство дешевое, недостатки, замена. Но тут человек, видимо, все-таки доволен маслом. Третье. Отличное масло по демократичной цене.
Недорого ввиду малоизвестности бренда, предполагаю, что маловероятно нарваться на подделку. Недостатки: мало где это чудо-жижа продается. Ну, в общем, доволен человек. Четвертое. Достоинство: отличное масло, цена невысокая, не подделывают, недостатки не обнаружил, все в порядке. Пятое. Хорошее масло, достоинство, цена и качество, недостатки нету. Добрый день, господа. Многие пишут, что это масло сомнительного качества, но могу вас уверить, что это не так. Человек доволен. Шестое. Масло супер, нет подделок, низкая цена для высокого качества, недостатки мало где продается. Седьмое. Масло NGN, отвратительное масло. Вот уже пошел первый, видите, негативный отзыв. Достоинство: узнал строение ДВС изнутри, узнал много нового в маслах. Недостатки: попал на капитальный ремонт двигателя или замену на контрактный. После перехода с Castrol на NGN стуканул двигатель в EQ35 на Infiniti FX35. Провернула вкладыш. Вскрытие мотора с экспертом показало полное отсутствие следов перегрева и масляного голодания. Вывод: низкокачественный. Ну вот видите, какой прям жесткий отзыв. Восьмое. Хуже масла еще не видел. Достоинства нет. Недостатки: дорого, плохое качество. У меня Цефирик 33 и стоит мотор V6. Короче, что-то он недоволен чем-то был сильно. Девятое. Не советую заливать. Залил офис-сервис бесплатно. Достоинств нет, недостатки: большой расход. Залил NGN 530 профи. Заливали до максимума. Проехал примерно 1000 километров. Уровень упал до середины. Если не следить за маслом, то можно так уровень. Машина не дымит после капремонта. Тоже недоволен человек. Десятое. Ужасное масло. Достоинство: низкая цена, недостатки: низкое качество. Audi A4 2014 года. После того, как закончилась гарантия, перешел на NGN и через 20 тысяч километров попал на ремонт мотора. Ну, какой-то прям какие-то жесткие отзывы. Масло так быстро угорало, что я проворонил уровень. NGN не может работать на повышенных. Вот видите, человек недоволен остался. 11. Достоинство: цена, меньше горит. Говорят, что пока не подделывают. Недостатки не обнаружил. 12. Цена, качество, недостатки нет, знакомым порекомендовали, все нормально, то есть хорошее масло. 13. Отличное масло, как по качеству, так и по цене. Удобная канистра, хорошо моет, почему-то в достоинство написал допуски SMCF. Возможность длительной эксплуатации, то есть человек доволен. Так, 14. Чем меньше бренд раскручен, тем меньше подделок. Через Т. Достоинство: вязкость всесезонная, недостатки не обнаружены. То есть все доволен человек оказался. 16. Низкое качество. 15, вернее, низкое качество. Качество плохое, цена дорогая. Ужасное масло. Взял его на пробу, поменял. У меня мотор привередливый к маслу. И если оно плохое, начинает просто выкидывать его. Но здесь просто рекорд. На 1000 километров расход 1 литр. Кошмар. Вот. Но как вы сами видите, отзывы очень противоречивые, из 15 6 негативные. Ну, я считаю, что это достаточно много негативных отзывов. Поэтому еще раз напомню, что я от наших клиентов ни разу ничего плохого про бренд не слышал. Пожалуйста, напишите в комментариях к этому видео ваш опыт использования этого бренда. Понравилось, не понравилось, были какие-то там плохие моменты, или, может быть, вы много лет уже ездите, все абсолютно нормально. И все очень хорошо для вас. Пишите в комментариях, не стесняйтесь, как вы к этому бренду относитесь, какое оно по качеству и так далее, для того, чтобы создать какую-то полную картину. Покупать или не покупать, решать только вам. Я вам по максимуму все рассказал, поэтому голосуйте кошельком. Не ведитесь никогда на уверения маркетологов, на какие-то рекламные буклеты, потому что 99% рекламных буклетов это полнейшая чушь, тем более у этикеточников и у блендеров, поэтому не обращайте на них внимания, решайте сами. Могут ли увезти бренд NGN, производство, вернее, бренда NGN из дорогой Европы в дешевый Сингапур или куда-то еще похоже? Фиг его знает, не знаю. Это абсолютно непредсказуемо, и, конечно же, это зависит от того, как к этому относится брендодержатель. Надеюсь, что нет. Думаю, что до этого не дойдет. Сейчас бренд производится еще до сих пор в Европе. Какая судьба у этого бренда, не загнется ли он вообще, тоже абсолютно непредсказуемо. Бренд такой слабенький достаточно, поэтому не знаю, как он себя будет вести дальше. В общем, на этом все. С вами был Антон Воронков.
Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите комментарии по бренду. Всем пока! Давайте поближе познакомимся с качеством самого пластика, в который упаковывают NGN и Еврол. У нас тут есть NGN 5W30 и Еврол есть 5W30. Канистра Еврол, давайте попробую сфокусировать поближе. Ну, очень дешевый пластик используется, очень плохие пресс-формы. Я так уже беглым взглядом вижу, что огрехи литья такие явно видные. Видите, даже сфокусируется, если дата производства тара, она вообще еле-еле видна, нечеткая абсолютно, что, в общем-то, для европейского уровня качества не совсем приемлемо. Сама канистра отлита, но не очень хорошо. Это очень дешевый пластик и очень такая некачественная пресс-форма. Да, это, конечно, европейская канистра, естественно, да, то есть все нормально абсолютно, не подделок и так далее. Но, тем не менее, качество литья пластика оставляет желать лучшего. То есть это самый дешевый вариант канистры европейский. Что касается NGN, однозначно 100% этот продукт пластиковую тару саму делает другая структура, не та, которая делает для Еврола, 100%. Очень хорошо сделан пластик на самом деле. Ну, не идеально, там прям чтобы прям четко все сделано, но тем не менее гораздо лучше, чем сделано на Евроле. То есть эта канистра более дорогая сама по себе, пластиковая. Четкая пресс-форма, четко читаются все даты, шрифты. Пропечатана дата производства канистры, четко все читаемо. Принт хороший. Некоторые люди жалуются, что у них какие-то проблемы с крышками при открытии, типа там, это вот, когда горловину открываешь заливную, она отваливается. Но это проблема крышки уже, не самой тары. Как правило, крышки тары делают на разных предприятиях. В канистре претензий нет. Канистра сделана качественно, хорошо. Это однозначно европейский завод делает, потому что здесь, видите, есть такой нюанс определенный, который наши российские заводы, они его не придерживаются и никогда так не делают. Канистра состоит из 3 частей, то есть левая часть, правая часть и то место, куда впаивается крышка сама. Тут явно видны четко швы. Так делают только в Европе. Ну, может, и наши начали уже делать сейчас, я не знаю, к сожалению. Не особо за этим слежу, но тем не менее, раньше только европейцы так делали. Кстати, на Евроле по-другому совсем сделано. Здесь из 2 частей канистра состоит, потому что используется самая-самая простая пресс-форма. В общем, с канистрой все понятно, претензий к канистре NGN вообще нет. Все четко, понятно, читаемо, дата четко пропечатана, все нормально абсолютно. Итак, 2 продукта, это NGN Profi 5W30 API SNCF ASEA 3B4. То же самое, с теми же допусками, только Еврол 5W30. Взвешиваем. Сначала у нас будет NGN. $3,656. Следующий Еврол. 3,656. Абсолютно одинаковый вес. Ну, понятно, да, что по канистрам, возможно, разница там несколько грамм. Но думаю, что плюс-минус канистра весит одинаково. Поэтому вес у этих продуктов идентичен. Мы не берем в корректировку только вес самих канистр. Ну, вот лень завешивать, честно говоря, вообще канистры. Но тем не менее, примерно получается плюс-минус вес одинаковый.